Доброго дня, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моей странички. И сегодня мы будем рассматривать один вариант расклада. Называется он «Будет ли у вас встреча в ближайшее время?» И, соответственно, посмотрим его мысли, истинные чувства, соответственно, о вас, да, и также я рассмотрю, то есть какой ваш мужчина, то есть для того, чтобы понимать, отзывается, не отзывается вам расклад. Ну, что хотелось бы отметить еще. Я очень благодарю всех, кто присылает мне донаты. Именно на ваши донаты развивается мой канал и достаточно очень благоприятно. Я вас очень всех благодарю. Вы такие молодцы, что просто меня канал в последнее время очень сильно радует. Вот. Ну что ж, давайте, соответственно, будем начинать. Для тех, кому важно смотреть, мы будем на колоде «Колесо года». И, соответственно, как пройдет ваша встреча, мы посмотрим на колоде Таро Монара. Ну что ж, давайте будем приступать. Начнем мы с описания вашего партнера, да, то есть что он из себя представляет, какой он, вот, то есть в каком состоянии сейчас ваши отношения. Ну, давайте будем начинать. Какой же ваш партнер? Ну, здесь сразу видно, человек любит веселье. И, в общем-то, в принципе, у вас тоже сейчас на данный момент такие, знаете, отношения такие более легкие, да, которые приносят радость, счастье. То есть вы, так скажем, наслаждаетесь друг другом. Но это период, знаете, такой влюбленности. Вот, то есть, скорее всего, ваши отношения только-только начались, и вы довольно-таки, ну, очень хорошо проводите вместе время. Ну и плюс ко всему хотелось бы отметить, то есть вы у своего партнера вызываете довольно-таки очень хорошие, радостные чувства. Так, ну давайте все-таки будем смотреть. Здесь однозначно, да, здесь однозначно пароль, ой, извиняюсь, пароль. Ваш партнер, он довольно-таки очень такая романтичная особа, вот, любит романтику, да, очень такой чувствительный товарищ. Но по Верховной Жрице здесь видно следующее, что, скорее всего, ваш партнер, он не одинокий товарищ. Вот, то есть существует какая-то там соперница, существует какая-то женщина, да, которая, ну, не дает ему той свободы для того, чтобы вы, ну, так скажем, были вместе, да, то есть этот товарищ у вас не одинокий, не одинокий, но все же, то есть он дает какие-то обещания, да, то есть, соответственно, он уделяет очень хорошие вам знаки внимания. Здесь даже подарочки, да, есть какие-то вот, то есть, ну, материального характера, то есть, ну, любитель такой, знаете, романтики, романтик такой. Угу, угу. Ну, самое, что интересное, вот партнер, конечно, хоть и дает какие-то обещания, да, вот эти вот дают, вот эти вот бабочки в животе, но существуют все равно какие-то вот препятствия, все равно существуют какие-то сомнения, потому что вот именно вот эта вот женщина, да, которая присутствует вот именно в ваших отношениях, все-таки портит вообще абсолютно всю картину, да. Ну, здесь, скорее всего, просто вот свидание, да, веселое времяпрепровождение, вот, и потом товарищ наш пошел, да, по своим делам, то есть вы встретились, повстречались, вот, и
он уходит. Вот он праздник жизни вам принес. И все, соответственно, на этом. То есть, ну, давайте будем смотреть. Какие же его истинные мысли, какие у него мысли вообще, да, по отношению к вам. По отношению к вам. Мысли, мысли. Ну, здесь я бы даже сказала, знаете, вот мысли очень достаточно, очень приятные. То есть даже находясь вот рядом с той женщиной, да, то есть он постоянно думает о вас. И вы, соответственно, точно так же, да, вспоминаете вот ваши вот эти вот встречи, вот все, что с вами происходит. И, но вот эта вот ситуация вот именно с той женщиной вас не очень-то вот как бы удовлетворяет, да, то есть вы считаете, что вот она вот как-то вот контролирует его очень сильно, как-то вот старается следить за ним, да. Ну, на самом деле, в принципе, оно так и есть, то есть она постоянно держит на пульсе, держит постоянно на контроле своего партнера, но мысли его достаточно очень благоприятные. То есть вот здесь вот прям видно сразу. То есть вот идет зарождение чего-то нового, чего-то, знаете, вот прям хорошего, страсть, ну прям видно, страстный мужчина, мало того, что еще и романтический, да, еще и страстный. Ну и плюс ко всему здесь он готов перейти на что-то более серьезное с вами. Вот. Ну, давайте будем дальше смотреть. Мысли о вас достаточно очень прекрасные. Но вот этот вот контроль, вот этот вот постоянный контроль именно со стороны вот его женщины, конечно, напрягает не только вас, но и его соответственно, да, то есть он хочет как-то выйти из-под контроля, выйти, да, чтобы его страсть по отношению к вам вот как-то вот она вырвалась, да, то есть он хочет быть однозначно, быть с вами хочет. Так, ну, давайте будем смотреть, какие истинные чувства у него по отношению к вам. Какие истинные чувства по отношению к вам? Очень он сожалеет о том, что он не одинокий товарищ. Вот. Ну и, соответственно, у него посещают такие мысли, что ваши отношения рано или поздно закончатся. Вот. Он считает, что, ну, вот какие-то вот это вот напрасные, знаете, вот труды, да, то есть он, скорее всего, не может вам дать того, чего вы хотите, того, чего вы хотите. Ну, очень много страхов, но на самом деле он хочет действительно быть рядом с вами, да, подарить именно тот уют, именно то тепло, именно ту семью, которую не только вы хотите, но и, соответственно, он. Но существуют препятствия, да, вот самое, что интересно, вот будет вот какое-то вот событие, вот, которое, ну, вот будет оно вот очень достаточно неожиданно и пойдет вот, знаете, такой вот неожиданный поворот, который вот как раз вот вас и поведет к тому, чтобы вы были вместе. Так, ну, давайте, соответственно, я сразу выложу карты, как пройдет ваша встреча. Как пройдет ваша встреча, да, и будем смотреть его действия вообще по отношению к вам. Так, его действия по отношению к вам. Так, как пройдет ваша встреча? Эти карты я пока не вскрываю. Эти карты я пока не вскрываю. Вы ждете, соответственно, ждете, да, что будет вот у вас вот какая-то встреча и что-то
что-то вот она принесет, да, то есть вы уже прям предчувствуете, прям предвкушаете, вот будет, что-то вот будет, какой-то вот необычный поворот. Ну, давайте, соответственно, будем смотреть его действия по отношению к вам в ближайшее время. Его действия. Ой, ну прям вообще, прям любовь, бабочки в животе. Ну вот знаете, вот его вот это вот эти вот его перепады настроения, да, вот этой вот его чувствительности, вот, ну, конечно же, порой кажется, что это вот какое-то более такое, знаете, инфантильное такое поведение, да, то есть здесь больше присутствует романтика, но все-таки по колесу, то есть ждите каких-то неожиданных, приятных вестей от него. Так, действие. Ну, конечно, вы его императрица, вы именно та женщина, о которой он мечтал. Именно та женщина, которая подарит ему ребенка, которая даст ему именно тот самый уют, то есть именно та женщина, которая его хорошо понимает, которая чувствует его. И вот самое, что интересно, вот он прям чувствует вас практически чуть ли не на расстоянии. Действие, ну, походу парень у нас к решительным действиям готовит себя, то есть ждите от него вестей, причем довольно-таки очень таких хороших. А давайте посмотрим, да, какие же все-таки вести от него ждать, да? Давайте посмотрим, какие вести от него ждать. Будут ли они хорошие, эти вести, да? Будут ли хорошие эти вести? Угу. Ну, здесь однозначно. Просит, знаете, подождать. Просит подождать, да? Вот буквально вот чуть-чуть вот надо вот подождать. Вот. То есть самое, что интересное, то есть вот он настроен очень довольно-таки, очень решительно. Очень довольно-таки решительно. Ему просто сейчас надо собраться с мыслями, ему просто надо сейчас собраться с силами для того, чтобы сделать вот этот вот решительный шаг. Но вести однозначно здесь очень хорошие. Ох, ну встреча. Встреча по судьбе. Ну, готовьтесь к тому, что та мадам, которая его контролирует, да, которая его постоянно хочет держать на пульсе, да, то есть она, соответственно, без боя, просто так она его не отдаст. То есть готовьтесь к тому, что эта мадам будет агрессировать, то есть она пройдется не только по нему, но и, соответственно, скорее всего, пройдется и по вам. Скорее всего, она даже и знает о вас. Вот, то есть здесь однозначно вот прям видно, что она будет строить каким-то образом козни, да, для того, чтобы вы не были вместе. Но как бы здесь будет вот такой вот период ненастья, да, когда вы будете думать, что вот все закончено, да, то есть она все-таки будет пытаться вот как-то вас разлучить, но этот период просто надо будет пережить. Да, потому что однозначно здесь идет трансформация, и вот он ваш император. Вот он готовенький, да. Но переживать тоже очень сильно будет. Вот именно вот эта вот тройственная вот эта ситуация, ваш вот этот вот любовный треугольник, конечно, его очень сильно будет напрягать, да, то, что в ваши именно отношения лезет какая-то еще мадам. Но
к вам однозначно, он прям всей душой и телом, прям всей душой и телом. Ну, давайте будем, соответственно, скрывать карты Монара, да, как же произойдет ваша встреча. Так, как же произойдет ваша встреча? Ну, здесь сразу бы хотелось бы отметить, да, здесь не обойдется без столов, да, вот именно вот с такими картинками, вот именно с такими картинками, да, эротичного плана, да, все-таки, все-таки. Так, пятерка земли у нас, пятерка земли. Я еще на данный момент подсматриваю в Грозбух для того, чтобы трактовать Таро Монар, потому что я нахожусь еще, так скажем, в периоде обучения. Надеюсь, вы меня за это простите, да? Так, девятка воздуха, девятка воздуха. Угу, угу, угу. Ну, да. В общем-то, в принципе, то есть вам придется пройти все-таки вот через вот это вот, знаете, самопожертвование, да, то есть вы в какой-то мере вот будете вот прям считаете вот себя какой-то вот униженной, да, то, что вы вот застряли вот в этом треугольнике, застряли, да, но вы готовы прям выйти в эту реальность, то есть из зеркала вы вступаете вот именно в ту реальность. Как произойдет ваша встреча? Довольно-таки очень благоприятно, потому что те самые иллюзии, те самые фантазии, да, они наконец-то имеют свой конец, то есть они заканчиваются. То есть конец вашим страданиям, конец вашим вот этим вот самопожертвованием, да, и вы, наконец, перейдете вот из мира иллюзий, да, вот в мир реальный, в мир реальный. Вот. Как пройдет? Ну, довольно-таки, скорее всего, товарищ расскажет вам о своем разводе. Вот. Ну и что хотелось бы сразу бы вот отметить, здесь вы как-то будете стараться натягивать именно вот его ситуацию, да, вот именно как-то на себя. Но вообще по карте зеркала хотелось бы сразу сказать, не старайтесь как-то вот все вот это вот одеяло, да, то, что вот вообще происходит вот у него сейчас вот в жизни, именно с той женщиной, как-то это все сравнивать, примерять на себя. Это пальто не по вашему плечу. То есть то, что происходит у них сейчас, это вообще вас никаким образом не касается. Не пытайтесь это все проецировать именно все на себя. Так, башня. Ну, по классике, конечно же, это развод, но здесь, соответственно, по Монаре говорит о том, что третьи люди, да, пытаются как-то вот влиять на ваши отношения. То есть социум, да, пытается как-то вас порицать за то, что у вас происходит в вашей личной жизни. Так, и восьмерка воды. Ну, опять же, проявление вот его той самой мадам. Да? Скорее всего, вот знаете, вот как раз вот именно после вот этой вот вашей встречи, его мадам, она как-то себя проявит.
Вот, то есть будет высказывать свою ревность, будет, соответственно, пытаться понизить вашу самооценку, будет пытаться, вот, будет рассказывать о том, какая вы плохая, какая вы нехорошая, да, как вы могли вообще разрушить семью, разрушить их отношения, вы влезли в их отношения и так далее. Все в этом духе, да. То есть он принесет вам хорошие вести для того, чтобы начать вот именно вот эти вот решительные движения именно в сторону вас. Но вот эта вот мадам, она будет как раз-таки влезать для того, чтобы нарушить ваши планы. Каков будет итог? Каков будет итог? Да прекрасный будет итог. Начало нового, судьбоносное, да. То есть вы практически получаете какой-то жизненный урок. Не надо расстраиваться. Не надо пытаться себя, знаете, вот как-то вот заниматься каким-то самоуничтожением, какой-то самокритикой заниматься, да. То есть, видимо, все-таки вот эта вот мадам, она очень сильно пройдется по вам, по вашей самооценке. Вот. Не надо застревать вот именно в этих чувствах, в плохих, в негативных, да, то есть не надо чувствовать, что вас каким-то образом бросили, что вас каким-то образом задвигают, потому что это зарождение нового в вашей жизни. Это зарождение нового. Вот. Все будет довольно-таки очень прекрасно. И то, как вы планируете, то, как вы хотите, все будет именно так, как вы желаете. Прекрасный расклад. Встреча у вас пройдет довольно-таки очень благоприятно. Ждите хороших вестей от своего товарища, да, и не дайте именно той самой женщине пройтись очень плохо по вашей самооценке. Я желаю вам прекрасных чувств, взаимопонимания и именно того самого нового, светлого, которого вы так очень долго ждали. До следующих встреч!